Добрый день! Сейчас мы свяжем с вами круг. Будем вязать из ниток бисквит крючком номер 5. Так, делаем волшебное кольцо или кольцо амигуруми. Так, делаем первую петлю и набираем 6 петелек. Эту мы не считаем. Раз. Первый круг можете сильно не затягивать петельки, потому что потом вам сложно будет вязать. 2. 3. 4. 5. 6. Затягиваем вот эту ниточку. Ой. Теперь вот эту петелечку нам надо вот сюда протянуть. Вот сюда вот крючок, вот с этой стороны. Вот так вот мы заводим. Берем вот эту петлю и вытягиваем. Вот что у нас должно получиться. Круг слишком здесь пока не затягивайте, потому что вам будет сложно вот здесь вот сейчас петли набирать. Мы потом его затянем. Так, протянули вот петельку, и нам надо соединить наш первый ряд. Так, вот эта ниточка, хвостик у вас остается. Вот, затягиваем. Слишком тоже не затягивайте. Вот у вас такая петелька получилась. Вот, мы соединили наш кружок. Теперь ищем. Вот у нас получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петелек. Вот сюда сейчас вам надо завести крючок. Вот. И так, хвостик наш тут остается. И вытягиваем. Пошел второй ряд, нашу петельку, и делаем петлю подъема. Так, теперь нам надо в каждую петельку связать по 2 петли. Вот мы одну связали, вяжем еще одну. Так как у нас 6 петелек, в каждую по 2 вяжем, у нас должно получиться 12. Вот, связали в первую. Ищем вторую. Вот тут главное не запутаться. Вот наша вторая. Не там, где вот эта вот ниточка и вот эта переходная петелька, нет. А вот она, за ниточкой. Вот смотрите, чтобы она вот в раскол у вас шла. Так, выводим. Вяжем 2 петельки сюда. Так, ищем следующую. Это у нас уже 3-я. Главное, смотрите, чтобы она в раскол вот шла здесь у вас. Так, это у нас уже... Ой, потеряла. Так, 4. 1, 2, 3, 4. Это уже у нас 5, 6. Так, вяжите так до конца ряда. Вот 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, вот я связала 10. Сейчас вот последнюю сюда 11, 12 будем вязать. Если вам в первом ряду тяжело, вот крючок заходит, вы можете взять крючок меньшего размера, потому что первый ряд всегда очень сложно вязать, потому что вот эти петельки, они очень стянуты, и они вот такие тугие получаются.
Так, второй ряд мы уже будем соединять по-другому, хотя вы можете соединять каждый ряд точно так же, как мы первый соединяли. Ну, если вы вяжете большой круг, то удобнее соединение, вот, которое я вам сейчас покажу. Шовчик будет только с одной стороны, маленький такой, аккуратненький. А с лицевой стороны шва не будет видно. Так, вот мы точно так же. Вот, посмотрите, куда мы нашу, еще раз вам покажу. Вот. Между петельками, вот, выводим нашу петлю туда. Так, запуталась. Вот. Смотрим предыдущую галочку. Вот, не в эту, вот в эту. Вот так цепляем нашу петелечку. Выходим на следующий ряд, делаем петлю подъема. И теперь мы уже вяжем, видите, у нас тут по 2 галочки, да, получилось. Сейчас мы вяжем, вот мы сейчас одну уже провязали, следующие 2, потом одну, следующую опять 2, одну. И так чередуем до конца. Вот сюда, главное, смотрите, чтобы у вас крючок шел в раскол. Вот сюда, вот, чтобы крючок вышел. Вот, видите? Сюда мы вяжем 2. Следующую одну. И так до конца круга вяжем. 2, 1, 2, 1. Должно получиться у вас уже на 6 больше. В каждом кругу у вас будет на 6 петелек больше. Если у нас было 12, то сейчас у вас должно быть 18. Так, вот осталась еще одна петелечка у меня. Я здесь провязываю 2. Все, еще один круг мы с вами заканчиваем и соединяем. Сейчас мы с вами тут дырочку затянем, чтобы она вас не смущала. Так, протягиваем. Заводим в предыдущую галочку. Цепляем нашу петелечку. Все. Теперь вот, чтобы соединить наш кружочек, мы берем крючок меньшего размера. Так, я пока достану. Вот у меня он 3,5. И нам надо вот эту ниточку вот постепенно, вот сначала сюда вытянуть, потом ее затянуть, сюда затянуть, сюда, сюда. И так постепенно. Главное, аккуратненько затягивайте, чтобы вы не порвали нить, когда будете вот так вот затягивать. Вот, следующую затягивайте. Есть нитки более мягкие, которые как арт-нитка, лента. Они ниточки мягче и лучше вот здесь вот затягиваются, потому что бисквит, он сам по себе очень плотный. Эта нитка хороша именно вот для корзин. Она более плотная. И поэтому вот этот кружочек немножко тяжеловато затягивать. Вот. И так постепенно, вот так вот заводите, тянете, да, ниточку, как я вам сейчас показала. И вот так вот тянете до такого момента, когда уже у вас вот тут вот не будет видно дырочки. Вот, постепенно вот сюда затягиваете и затягиваете. Так, все, вот я, видите, как затянула. Аккуратненький, какой кружочек получился. Можете даже вот несколько раз, именно чтобы вот было так вот плотненько, чтобы не видно было дырочки. Обрезаем нашу ниточку, чтобы она нам не мешала. Вот такой же красивенький кружочек. Все, и теперь мы вяжем дальше по схеме круга столько кругов, сколько вам надо. Помните, что вам в каждом кругу надо увеличивать на 6 петель. Так, вот теперь смотрите, вот где у нас была одна петелечка, мы вяжем 2.
Следующую мы вяжем по одной вот в эти 2 петельки. Не забываем с обратной стороны смотреть, чтобы у нас в раскол шла наша петелечка, наша галочка. Все, и так чередуйте до конца круга. Где одна, 2, где двойная, по одной. Так, заканчиваем еще один круг. Вот смотрите, видите, у меня тут чередовалось 2 вместе, 2 по одной, 2 вместе. Вот я заканчиваю одну, и вот одна была у меня и здесь. То есть вот если их соединить, то вот у нас получается 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2. То есть у нас ничего не нарушилось. Всегда проверяйте количество, чтобы у вас круги были ровные. Все, переходим на следующий круг. Соединяем. Вот с обратной стороны у нас вот так вот получается аккуратненько. Делаем петельку подъема. И теперь нам уже надо, чтобы шло чередование 2 вместе и 3 по одной. Так, вот смотрите. Вот мы можем связать 1, 2, 3 по одной и 2 связать вот здесь. Главное, чтобы у вас в круге удвоение никогда не шло над удвоением, потому что круг у вас тогда будет не ровный, а такой прямоугольный. Не прямоугольный, а как он там, многоугольный. Вот, поэтому над удвоениями удвоение не делаем. Вот мы вяжем 3 одиночные. Так, где там наша? Так, попасть не могу. Не попала, не попала. Так, что ж такое? Вот, попала. Так, сколько мы тут с вами провязали? 1, 2, 3. И 2 вместе. Все, и так вяжем дальше по кругу. 3 одиночных, 2 вместе. Так, заканчиваем наш круг. Вот мы провязали 2, провязываем 3 одиночных. 1, 2, 3. Вот, но так как у нас, видите, здесь была одна, когда мы начинали, она надо, чтобы тут было 2, потому что вот дальше 3 по одной идет. Мы сюда еще одну провязываем, чтобы количество у нас все совпадало. Все, и вот как бы здесь видите 2 петельки. Но вы можете вязать не обязательно так, как я. Вы можете сразу вот тут 2 провязать могли, потом 3 одиночных. Я же говорю, главное, чтобы вот над удвоениями удвоение не шло. Как бы такого же четкого правила нету. Так, выводим опять нашу петельку. Все, я свяжу еще один круг. Вы вяжете столько, сколько вам нужно. То есть, понятно, в каждом кругу вы прибавляете на 6 петелек. И делаете удвоение не над удвоением. Вот. Теперь нам надо, чтобы между удвоениями шло по 4 петельки. Вот я могу, допустим, сразу сейчас 4 одиночных провязать. Вот одна у меня уже есть. Так, 2, 3 и 4. Ниточку хорошо натягиваете, чтобы она у вас была ровная. Тут вот я делаю удвоение. Видите, оно у меня получилось не над удвоением.
а где одиночная у меня была галочка. Все. И по той же схеме я вяжу до конца круга. 4 одиночных, удвоение. Так, все, мы закончили последний круг. Так, теперь смотрите, сейчас нам надо перейти, сделать нам окантовочку. Смотрите, как я делаю. Ой. Берете ниточку, вот так вот измеряете наш кружочек. Так, вот такая ниточка у нас получилась. И 5 раз. Так, сейчас. Вот 5 раз. Вот так вот мы измеряем ее. Вот 2 у меня получилось. Так, полностью у меня тут в кадр не лазит. 3. 4. 5. И еще где-то вот кусочек на всякий случай вот такой оставьте. Отрезаем. Вытягиваем ее. Для того, чтобы нам аккуратно закрыть наш круг. Так. И теперь вот смотрите, мы должны соединить вот с этой петелькой. Так, вытягиваем сейчас сюда всю нашу эту ниточку. И у нас будет красивое незаметное соединение. Так. И сюда. Так, что-то я тут запуталась. Где у нас? Вот она. Вот, смотрите. Видите, как у нас получилось красиво. Теперь выбирайте, какую вы хотите, чтобы ваша сторона была внутри корзинки. Вот мне нравится, когда внутри корзинки вот эта вот сторона, изнаночная. Я люблю, когда вот на этой стороне корзиночка стоит. Когда я поднимаю, что красивая такая лицевая сторона. Поэтому, если нравится вот это, ну, то есть, если вы хотите, чтобы вот это было внутри корзиночки, тогда вот прям так начинаете вязать. Но мне надо ниточку вытянуть вот на эту сторону, так как соединительные петельки я сейчас буду вязать вот здесь. Вот, я ее вывела. Делаю петелечку первую. И обвязываю нашу окантовочку соединительными петельками. Вот в каждую дырочку. И вяжем косичку такую. Все, вяжем так до конца ряда, доходим вот до вот этой дырочки. Так, вот мы заканчиваем нашу окантовочку. Вот смотрите, сейчас покажу, где последнюю петелечку я вязала. Вот. И теперь нам надо, опять вытягиваем нашу ниточку, соединить вот с этой петелькой. И опять у нас будет красивое с вами ровное соединение. Так. Все. Потом сейчас мы кусочек этот отрежем. Можем немножечко вот так ее спрятать, нашу ниточку. Все равно мы потом ее будем ввязывать в корзиночку, в стеночки. Вот, чтобы она нам тут не мешала. Теперь берем наш кружочек, отпариваем через тряпочку. Когда вы его отпарите, он станет более мягкий, когда вот он еще тепленький будет. Полностью вот так его выровняйте, чтобы он был ровный-ровный. Потяните, если где надо. И ставите под пресс.
на несколько часов. И он тогда станет у вас ровный и более плотный.